Народ, всем привет! С вами Маргун Ювелир и пятая серия проекта Ювелир с нуля. Если честно, когда я начинал этот проект, я не думал, что он так зайдет. Я не думал, что он так заинтересует. Я думал, да, кому-то будет интересно. Кто-то смотрит из-за мотивации. Смотрит на меня, как я делаю, двигаюсь, энергичный такой, иду к своей цели. И это встает, делает что-то другое, параллельно, неважно, там, по ювелирке, может быть, какой-то другой отрасли. Кто-то пытается стать ювелиром, кто-то пытается накрутить, что-то сделать и так далее. А для тех, кто только присоединился, я объясню суть проекта. Я в первой серии взял 5000 рублей. Часть денег я потратил, купил готовую проволоку, а часть денег я купил инструмент. И этим инструментом начал потихоньку зарабатывать деньги. Из этой проволоки сделал первый браслет, продал. И так дальше я двигаюсь к своей цели. Цель к 31 декабря 2020 года 1 миллион рублей и хорошо оборудованное рабочее место. Или может быть даже мастерская. Крутая цель, очень крутая, завораживает. У меня самому, когда я вам говорю свою цель, прям, не знаю, мурашки по телу бегут. Я уверен, что и у вас также цепляет. Итак, смотрите, 4 серии в конце я вам показал в баночке куча всяких звеньев, которые я испортил во время того, как изготавливал последний браслет. И пока сейчас идет аукцион и продается браслет с камнями, с перламутром, который я сделал, я подумал, а что делать? Ждать я не хочу. Я не тот человек, который будет сидеть и чего-то ждать. И я придумал одну штуку. Я займусь выпиловкой. Я сейчас все расскажу. Знаете, вчера гулял по Оби, поехал по домашним делам, там пару-тройку килограмм гвоздей приобрести. И увидел напильники, вот эти за 159 рублей, которые я ранее выложил. Знаете, если честно, прям сразу куча идей. Мне вообще нельзя в такие места попадать, там где продают инструмент. И вот идея такая родилась. У меня же осталось серебро, и я купил там кое-какие вещи, я потом вам все покажу в офисе. Научиться выпиливать, научиться делать выпиловку. И вот я с утра еду за лобзиком, новеньким лобзиком. Я посмотрел, что в магазине Профи, вот который я уже там ездил, продается самые дешевые варианты, там, ну, как бы не самые дешевые, ну, короче говоря, цена-качество. И вот прям захотелось. Это, кстати, к вопросу про обучение. Я никогда не выпиливал. Ну, так, просто какие-то прямые, что-то лобзиком отпилить, перепилить, да. А именно ювелирные украшения какие-то делать с элементами какими-то красивыми, что-нибудь выпилить интересное. Я никогда такого не делал. Все дело в том, что вот как раз это и есть фактор обучения. То есть обучить другого человека, конечно же, можно, да, и тоже как вариант. Но это будет в другом формате. Это будет в формате такого шоу, ну, то есть прям... Сначала будет кастинг, выбираться, ну, то есть сценарий уже есть. Все, то есть осталось только найти деньги, понять, чего, как там, найти, кто снимет, это круто. И это, ну, не в этом году, это однозначно. Вот, будет кастинг, будет формат такое обучение, прям вот реалити-шоу, в котором, ну, вы покажете, ну, то есть из вас же будем и выбирать, и шансов будет много, потому что это будет 2-3 человека. Так вот, возвращаясь к моей ситуации, еду покупать лобзик и буду сейчас учиться выпиливать. Из оставшегося серебра, ну, реализую одну задумку. У меня же есть еще камушки, у меня есть серебро, и я сейчас попробую сделать очень симпатичный какой-нибудь браслетик. Я думаю, что вам понравится. А как это будет выглядеть, чуть попозже все покажу. Я съездил в магазин, приобрел себе лобзик. Вот он. Выглядит он следующим образом. Я его не распаковывал. Вот так вот он выглядит, синей ручкой. Я взял самый такой дешевый, но с натяжителем. Цена за все вместе вышла 520 рублей. И я до этого еще приобрел кое-какой инструмент в магазине Оби, который я обещал вам попозже показать. И мы все это подведем калькуляцию. Объясню, что я буду с этим инструментом делать. Я буду изготавливать, во-первых, инструмент, на котором работать буду своими руками. А дальше буду учиться выпиливать. Уже появились некоторые советы. Я приобрел пилочки
пилочки 3.0, если будет кто спрашивать. Не знаю, пока правильно я сделал или неправильно, надо было тоньше. Ну, во-первых, я не знаю эту фирму. Руководствовался следующим. Пришел в магазин и говорю, какие больше всего берут и меньше всего нареканий. Он говорит, вот эти. Какой номер самый больше всего берут? Вот эти. Все. И я вот только так вот руководствовался, никаких других мыслей у меня не было. Ну, то есть я выпиливанием не занимался, не знаю. Я также использую 3.0 пилочки, когда вот мы работаем. Так что, народ, следите, что дальше будет. А теперь давайте заценим, чего я тут купил. Съездил в Аби. Я думаю, что до сих пор вам интересно. Итак, я приобрел первым делом вот такой вот набор надфилей, напильников, как угодно. Для серебра, я думаю, годно. Я посмотрел, вот так вот в Аби раскрыл, достал, попробовал. Ну, грубоват, конечно, но вот чухать серебро, вот что-то там сделать такое грубое, у меня вообще нет никакого напильника. Поэтому подойдет. Далее, 159 рублей. Я приобрел струбцину. Вот такая струбцина, 129 рублей. Я приобрел молоток. Очень хороший боек. Я выбрал, чтобы он здесь был полированный. Я его еще доведу до ума. Ну, чтобы, когда что-то отбиваешь, чтобы не оставляли следы. Также какую-нибудь найду, на чем отбивать. Ну, в общем, какую-нибудь железяку приспособим. И я приобрел вот такую доску. Не могу найти куска доски. Я не в деревне живу, и у меня нет времени искать, бегать по помойкам. Вот такую вот доску. Вы спросите, нахрена тебе эта доска? Отвечаю. Я отпилю от нее кусочек и сам сделаю, знаете, такое приспособление, называется ласточкин хвост. Вы, наверное, на уроках труда встречались с тем, что выпиливать лобзиком. Я тоже хочу. Далее я поехал в магазин Профи и приобрел, та-дам, лобзик. Вот такой вот лобзик фирмы Валорбе. Или как там правильно он звучит. Вот ручка откручивается, подкручивается. Вот такой вот лобзик и пилочки. Все это вышло на сумму 520 рублей. Лобзик, если память не изменяет, 410, а пилочки 110 получается. Почему выбрал я именно этот лобзик? Там было несколько лобзиков, но выбирал между двух. Потому что у него есть вот такой вот натяжитель. То есть вы можете вот саму пилочку натягивать. Не просто вот сжимать его, а именно, то есть вы вставили аккуратно пилочку и натягиваете, потом далее фиксируете. Далее, он очень легкий и удобный в руке. Вот эта ручка, ну, мне очень понравилась. Я выбираю по себе. Вы, может быть, по-другому бы поступили. Там просто были немножко другой лобзик, он на 100 рублей дороже, но будут другие зажимы. Опять же, кто-то пишет, это ненадежно, кто-то пишет, да, это все можно исправить, подделать и так далее. Не знаю, я буду испытывать. И думаю, что будем испытывать все вместе. Итак, дальше. Я приобрел пилочки. Пилочки также, по-моему, фирмы Валорбе, размер 3.0. Это средний размер. Ну, мы, например, тоже пользовались до этого, вот когда там делали, там распиливали на шапарды или что-то еще выпиливали, 3.0. Я не стал ничего выдумывать, они средние по толщине, и я буду ими пробовать. Дальше я пойму, что, ну, когда я начну делать, ну, так же, как и вы начинаете что-то делать, и вы поймете, что вам нужно. Может быть потолще, а может быть потоньше. Есть и потоньше, есть и потолще. Так что давайте будем разбираться в процессе. Итак, прежде чем приступить к выпиливанию и придумать выпиливать что именно, мне необходимо сделать вот с этой штуки приспособление, так называемый ласточкин хвост. Что я сделаю? Я отрежу вот такой вот кусочек, да, и здесь выпилю такую как бы галочку, да, чтобы когда я буду ставить всю нашу заготовку, она держалась, и я мог выпиливать и придерживать рукой. Ну, в общем, я сейчас все вам покажу. Главное, не забывайте поставить лайк, подписаться и там нажать колокольчик. Это важно. Я мечтаю о серебряной кнопке. Погнали! Итак, нам понадобится вот наша дощечка. Ну вот я примерно вот такую взял, я не знаю, тут толщина какая, сантиметр, ширина 6 сантиметров, длину давайте сделаем, например, 20 сантиметров. Далее примерно вот такое вот расстояние и размечаем вырез вот такой вот, как в виде
ну, так называемый ласточкин хвост, и чтобы оно соединялось. Может быть, вот это вот расстояние сделать чуть-чуть поменьше сделаю. Просто беру какую-нибудь пилу, выпиливаю, и все будет у нас хорошо. Итак, у нас получилась вот такая. Ювелир это называют финагель. Те, кто выпиливает ласточкин хвост, еще финагель, он бывает такой потолще и со скосом. Ну, в общем, сейчас на данный момент наша задача попытаться самым простецким, самым дешевым, самым домашним способом попытаться что-нибудь сделать, выпилить какую-нибудь штуку. На самом деле я пропилить линию смогу, еще что-то смогу. И хотелось бы, знаете, научиться выпиливать красивые вещи. Мне ребята уже скидывали в инстаграме, кто что делает при помощи лобзика. Напишите, кстати, тоже, вот кидайте нам в группу ВКонтакте, что вы делаете при помощи лобзика, ваша работа. Выставим, похвастайтесь, есть возможность. Итак, сейчас мы будем сплавлять наше серебро, остатки. Припой, пожалуй, я оставлю, где он пригодится дальше. Все испорченное серебро, так сказать, я высыпаю на кирпич. Далее, я беру, заправляю зажигалку. Кто-то сказал, что нужно стравливать воздух отсюда, чтобы больше зашло сюда газа. Я нажимаю на кнопочку. И оп, заправил, потяжелело. И начинаю плавить. И как только сплавилось, мы берем молотком и чуть приплюснем. И получилось вот такой вот приплюснутый корнер. А сейчас мы его отбелим и попробуем отковать, отстучать и потом что-нибудь с нее выпилить. В общем, я все в закромах порылся, нашел вот такую какую-то кривую железяку. Это у меня будет наковальня. В дальнейшем я планирую приобрести, конечно, красивую, хорошую наковальню. Здесь она, видите, вот она неровная вся. Это не очень хорошо. А молоток-то у нас ровный. Итак, мы начинаем отковывать. Мы стучим, и наша плюшечка, она расплескивается тоньше, 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 тоньше. Наша задача сделать миллиметра 2. Но, как только мы по ней стучим, она нагортовывается, металл нагортовывается. Металл становится жестче, жестче, жестче и жестче. И через какой-то момент мы ее будем отжигать. Отжигать мы делаем следующим образом. Берем наш опять чудо-кирпич и нагреваем просто до красна. Ни в коем случае не расплавляем, ничего. Просто нагрели до красна. Ну, уже быстро остывает. В общем, нагрели до красна, остыло, в отбел, и опять отковываем. И отковываем до тех пор, пока там, ну, примерно там, я не знаю, 1,5 миллиметра толщина будет. Ну, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Я, если честно, еще не придумал. Но я думаю, может быть, снежинку какую-нибудь выпилить или еще что-нибудь. Может быть, я поищу сейчас в интернете какой-нибудь там, может, смайлик сделаю или еще что-то в этом духе. Ну, просто, знаете, скоро Новый год, и хочется создать такое, ну, скажем, новогоднее настроение. Ну, я думаю, что смайлик самая тема будет. Или, ну, в общем, придумайте что-нибудь. В принципе, по большому счету, можем устроить конкурс. В этот раз я делаю что-то свое. Ну, например, сейчас выберу и выпиляю, да? А в дальнейшем вы пришлете свои рисунки. Ну, я в конце видео скажу куда. И выберем лучшие. Из лучших работ, ну, которые вы пришлете, самых интересных, я выберу и сделаю по вашим эскизам браслеты. Круто? Круто. В конце, в общем, видео все скажу. А пока я занимаюсь нашей заготовочкой. Да, как только вы отожжете, вы увидите, что металл становится мягким после первых же ударов. Вы прям видите, он начинает пружинить, 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 пружинить. На данный момент у меня вот такая плюшка. Вот смотрите, толщина какая. Прилично, кстати, уменьшилась. В общем, примерно получается вот такая плюшка. Толщину, я не знаю, не готов вам так сказать навскидку, миллиметр, ну может чуть-чуть побольше. Я оставил запасом, объясню почему. Так как я бил молотком, поверхность неровная, поверхность тоже неровная. Надо было ее сначала заполировать, наверное, на наждачной бумаге. Но это будет потом. Мы же учимся, тренируемся. Так вот, сейчас моя задача вот этот вот кусочек отфлюсовать в буре, как я показывал перед пайкой. Далее отжечь, далее отбелить. У вас вот эта плюшечка должна быть белая. Кто за мной повторяет, давайте, я сделаю сейчас то, что я сейчас сказал.
и вы. И через минутку встретимся, и я вам покажу, что получилось. Итак, народ, вот что у меня получилось. Смотрите, такая плюшечка беленькая, чистенькая. И теперь наша задача на нее нанести рисунок. Я знаю два способа. Вы, может быть, еще какие-то знаете способы. Вы выслушайте мои, а ваши напишите в комментариях. Будет интересно и мне, и другим подписчикам. Итак, первый способ. Вы берете лист А4, находите в интернете какую-нибудь картинку, распечатываете, наклеиваете на клей ПВА и выпиливаете. Далее, второй способ. Вы берете штрих, это который для бухгалтерских таких дел, белая такая как паста, наносите, он высыхает, и вы потом берете и нарисуете то, что вам надо, там наносите там сами буквочку, то есть что вам нравится, и также выпиливаете. Какой способ вам нравится, выбирайте сами. А я пока пошел в интернете, поищу какой-нибудь прикольный рисунок и сделаю, скорее всего, браслет. У меня есть шарики, я куплю резинку, сделаю с этой штучки подвеску и сделаю такой браслетик. Шарики, сочетание, а может быть что-нибудь другое. По ходу разберемся. Знаете, выбор того, что я буду выпиливать, очень оказался сложным. Настолько сложным, что просто вот это не передать. Я хочу сделать очень красиво, я перфекционист, и для меня это очень-очень важно. Но то, что я хочу сделать, оно требует других ресурсов, другого инструмента. Я хотел там такие пропильные рыбки красивые, нашел, все, то есть я думаю, вот оно. А потом думаю, блин, а там же нужно сверлить отверстия, а у меня нечем сверлить. Ну точнее как, вон есть. Пожалуйста. Но в рамках проекта я, к сожалению, не могу себе этого позволить. Поэтому, соответственно, я решил сделать такую птичку. Это больше всего мне понравилось из того, что я могу сделать в данных условиях. Ну, в принципе, попробовать достаточно. Опять же, с другой стороны, я вам не рекомендую начинать с каких-то сложных вещей. Прям вот. Я действительно не умею выпиливать, я не умею красиво пилить и так далее. Я буду так же учиться, как и вы. Вы меня просите рассказать мне про пилочки, например. Я не знаю, какие нужны пилочки. Я купил просто, знаете, пальцем в небо. Я знаю, что у нас на работе, вот, ребята, мы пилим 3.0, это средние пилочки и так далее. Вот я их и купил. Я точно могу вам сказать, что у этих пилочек есть зубцы, которые идут, вот надо цеплять на лобзик, чтобы зубцы были к вам, да, то есть вот вы смотрите, закрепляете в лобзик таким образом, чтобы зубцы были в сторону ручки. То есть вы вставляете пилочку, зажимаете, оп, и зажимаете. Вот, собственно говоря, лобзик готов. Теперь нам нужно кусочек воска, кусочек парафина, чем-то смазать пилочку. У меня ничего нету, к сожалению, об этом я не позаботился, я понял только сейчас. Значит, будем выпиливать на сухую, так назовем. Далее, сейчас нанести нужно рисунок сюда. Я вот думал распечатать, потом клеить, нарисуем сами, не смывающийся маркер, я рисую. И вы также поставьте на паузу и на своих, неважно, это будет медная, латунная, серебряная пластиночках, нарисуйте или нанесите тот рисунок, который вам нужно. Я выбираю маркер и погнал рисовать. Примерно вот так я вижу эту птичку. Я назову это птицей счастья. И тому, кому она достанется, если я ее сделаю, она будет очень красивая, выпилю, да, и тому, кому она достанется, она также принесет счастье. Я вот чувствую, что, ну, прям вот, я отдаюсь по полной, да, вот. Я пытаюсь вложить свою душу даже в каждое изделие, неважно, это будет цепочка, вот эта птичка и так далее. Я хочу, чтобы у нас получилось, я хочу, чтобы это было самым первым моей работой, которой я кайфовал. Прежде чем начать выпиливать, нам нужно прикрепить нашу приспособу, которую мы сделали. Для этого я беру струбцину. Вот для чего мне нужна была струбцина, вы мне писали в комментариях. Конечно же, здесь получается не очень удобно. То есть нужно сидеть еще ниже, поднять выше стол. Но у меня вот такие условия, которые, ну, то есть, как и вы. То есть вы же также учитесь. Вот какой есть вариант, такой и есть. Итак, я начинаю. Значит, я кладу эту заготовку и начинаю пилить. Главное правило, которое я понял, нужно, чтобы пилка, именно пилка, была вертикальна. Она была хорошо натянута относительно нашей заготовки.
Вот абсолютно вертикально. И пилить нужно небольшими, то есть не вот так вот прям пилить. Ну, в общем, короче говоря, давайте учиться, потому что на самом деле это я видел только теории, а в практике оно может быть совсем по-другому. Вы готовы? Я готов. Приступаем. Кайф. Мой первый такой пропил, который, ну прям вот я доволен. Честно, вот прям доволен. Конечно же, есть над чем задуматься. Во-первых, я понял то, что толстая пилка 3.0 это толстовато. Это для таких толстых прям пропилов. То есть для таких тоненьких выпиливаний, даже то, что я хотел сделать, это 100% не подойдет. Надо будет брать меньше, тоньше пилки. Какие там, я, честно говоря, не знаю. Надо будет уже узнавать в магазине. Ну а так, в целом, ну, честно, доволен. Я прям, получается, реально птица счастья такая вот. 100% принесет счастье, потому что я не знаю, как вот чувствуется, что я кайфую, вот вам передается на камеру, не знаю, в общем, я кайфую. Что теперь я буду делать? У меня остались небольшое количество вот таких вот штучек. Я вот с этой штучки выпилю колечко для птички, припаяю ее, сделаю подвеску. Подвеску для браслета. Дальше у меня же остались камни. Я поеду куплю резинку такую вот специальную и соберу браслет. И вот эта птичка будет на этом браслете. Всю сборку я все вам покажу поближе, когда приобрету. Ну, это скорее всего будет завтра. Да, и еще радостная новость. Я же получил первый заказ, ну вот в этом проекте. Первый заказ это лисий хвост длиной 60 сантиметров, весом 90 грамм. Карл, первый заказ. Знаете, я так не радовался, когда машину покупаю, там, так не радуюсь. Я просто вот, ну, я счастлив. Я просто вот когда получил первые деньги, у меня здесь в кармане лежат кэшем, я еще не сделал заказ, я знаю, что я его сделаю, я вложу в этот заказ душу, максимум всего, но я понял, что проект с места двинулся, и, знаете, маховик он раскручивался, и сейчас пойду такими, знаете, как семимильными шагами. Я понял, что вот-вот скоро я куплю себе нормальную человеческую горелку. Вот-вот я приобрету себе нормальную человеческую бормашину. Я приобрету себе вальцы, я приобрету себе фильеру. Я буду сам себе готовить проволоку. 20 минут у меня проволока готова. Сейчас мне придется, конечно же, приобрести проволоку, конечно же, мне предстоит приобрести припой и найти еще замок, потому что человек попросил, чтобы это был замок не крючок, потому что цепочка достаточно массивная, а карабин. То есть мне еще нужно, ну, прям реально постараться. Но это такой кайф, вы даже себе не представляете. Весь кайф вы поймете тогда, когда вы получите первые деньги за вашу работу. Первые честно заработанные деньги. И не стараться там заломить цену. Вы просто, я даже не знаю, как вот спрашивают там, как ценообразование правильно. Просто попробуйте продать. Понятное дело, есть себестоимость. Стоимость металла, стоимость газа, там так далее и тому подобное. Ну хотя бы в ноль продайте и получите за свою работу деньги. Вы неимоверно кайфанете. Просто настолько кайфанете, что у вас как расправятся крылья, и вы будете лететь дальше и хотеть делать больше. Вот я выпилил эту птичку, потратил там, грубо говоря, 30 минут, а вы можете это делать там за 10 минут. Просто, когда у вас есть навык, вы берете раз и сделать. Это прям вот очень круто. Я вам каждому желаю это почувствовать. Вот прям каждому, кто пытается, кто что-то делает, старается и так далее. Ну а пока я продолжу делать нашу птичку. Смотрите, из-за того, что я эту пластину делал не на вальцах, а на наковальне, ну вы видели, она неровная, прям ну очень неровная. Поэтому мы берем наждачную бумагу и просто вот выравниваем плоскость. Выравниваем с одной стороны, перевернули, выравниваем с другой стороны. Вы увидите эффект, вот смотрите, я не знаю, передаст камера или нет, она получается как вся в пятнах. Это потому, что это вот эти вот вмятинки, это неровности. И нам нужно их убрать, чтобы она была вот вся однородная, одинаковая.
И прежде чем продолжать дальше заниматься своим подвесиком, пока там идет голосование, что с этого сделать, браслет, там, подвес и так далее, я хотел бы немножко подбить деньги, да, это самое главное, потому что вы пишете там сколько, чего, как, за что. Итак, смотрите, с прошлой серии у нас осталось 3400 рублей. Это там проданный браслет и так далее. Дальше, в Аби я приобрел струбцину за 129 рублей, молоток 209, напильник 159. Я приобрел в магазине профи Лобзик за 410 рублей и пилочки 110 рублей. Того в банке у нас оказалось 2380 рублей. Мой браслет, который с камнями, был продан с аукциона за 4300 рублей. Спасибо огромное, прям реально от души. Итого у нас получается 6680 рублей. И ко мне пришел заказ на 17180 рублей. Мне прислали именно эту сумму. В эти деньги входит заказ и доставка в Германию. Причем, представляете? Итак, я приобрел металл, тадан, 110 грамм, проволока 1,15 на ригель 4, кто делает, это византийка и так далее, 110 грамм, серебро и припой. Далее, это получается по сумме 7150 рублей металл. Далее, я приобрел вот 200 рублей замок, карабин, это я купил у индусов на Севастопольской. 200 рублей, дороговато, была возможность, можно было покупать дешевле. Неважно, устраивает и так. И 10 рублей я потратил на этот гвоздь. Спросите, нахрена тебе гвоздь? Это мой ригель. Кстати, по поводу ригелей. Многие пишут, где ты их берешь? Я не могу найти 2,8 и так далее. Ребят, вы что, прикалываетесь? Ну, прям реально прикалываетесь. Возьмите штангель, идите на рынок. Вот, это мой ригель на эту цепочку. Конечно же, я в дальнейшем приобрету себе набор. Кстати, там скиньте какие-то варианты в комментариях, где этот можно набор ригелей. Хороший набор ригелей приобрести, длинных. Вот, я уже коплю. Итак, пока я это все сейчас делаю, пришло серебро, делаю, выпиливаю. Мне еще пришел один заказ на Бисмарк. 60 сантиметров, 60 грамм. Вкинули предоплату 3000 рублей. Беру все, ничего не брезгую. Все, хорошо. И сделал человеку расчеты двух изделий 200 рублей. Вот, собственно говоря, наш банк. Итого получается 16500 плюс 200 рублей это расчеты и 3000 рублей это аванс за цепочку. Итого у нас в нашей кассе 19700 рублей. Заказали Бисмарк. Как я его буду делать? Вот честно скажу, я не знаю. Вот тут я взялся за голову. Но уже заказали. Поэтому сейчас буду думать, выкручиваться, потому что его нужно выровнять и чем-то запилить. Так что я пошел работать. Цепь меня ждет. Надо выполнять заказ, выполнять обязательства, потому что человек скинул всю сумму сразу. Спасибо тебе, уважаемый. Итак, чтобы зафиналить эту серию, надо какое-то логическое завершение. И я в этой серии решил все-таки закончить браслет вот с нашими камнями, птичка. И в гостинице Севастопольской купил вот такую вот бусину, сегодня заехал, и вот резинку для браслетов. Значит, по деньгам, вот эта резинка для браслетов 50 рублей. Вот эта вот бусина стоит 100 рублей, она серебряная, дороговато, но она в любом случае для этого браслета нужна. Первое, как украшение, второе, оно будет прятаться в ней узел. И это как бы для меня нормально. Собственно говоря, я припаял вот к нашей птичке колечко,
потому что я сейчас делаю лисий хвост, и у меня таких колечек полно. Взял также звено одного лисьего хвоста, ничего страшного, там с запасом взял. Вот, у нас получилась вот такая подвеска. Просто подвеска мне не нравится. Я считаю, что нужно повесить его на браслет. Давайте там вместе с вами сейчас соберем браслет, ну и финалочку. Получается, вот так вот смотрится, птичка спокойно болтается на браслете. Далее мы одеваем нашу бусину. Все, и завязываем. Завязываем мы следующим образом. Я чуть-чуть сильнее подтягиваю браслет и завязываю на несколько узлов. Раз, два. И затягиваю. Вот получается такой аккуратный узел. Ну, согласен, надо потренироваться вам. Ну, я уже потренировался, поэтому лишние мы хвостики скусываем. И получается вот такой вот замечательный браслет. Итак, давайте уж наконец подведем итог этой серии. Я считаю, что эта серия очень продуктивная с точки зрения заказов, с точки зрения... Я вообще много чего переосмыслил. И, ну, сначала деньги. Человек, который заказал Бисмарк, докинул остальные деньги, 7200. Итого на данный момент у нас в кассе 26 750 рублей. Мне необходимо будет приобрести проволоку на этот Бисмарк. Он заказал 60 сантиметров 60 грамм. Остальными деньгами я могу распоряжаться как хочу. Ну, единственное, что мне нужно оставить деньги на пересылку и так далее. Ну, в общем, все у нас под контролем, все в процессе. Что я хотел бы вам сказать, ребята. Профессия ювелир на данном этапе, с точки зрения моего понимания, успешный ювелир. Вы должны быть не только ювелиром, вы должны быть маркетологом, вы должны быть продавцом, вы должны быть всем, да, и это всему нужно обучаться параллельно. Параллельно учиться общаться с людьми, параллельно учиться, даже психологом должен быть ювелир. Потому что вы принимаете заказы, вы работаете с людьми. Интернет что нам дал? Он нам стер границы. Мы теперь заказываем не через ювелирные магазины, а покупатель пришел именно к вам. И общайтесь с покупателем напрямую, понимаете, что он хочет. Ну, не знаю, то есть надо просто разбираться в этом. Поэтому многие пишут, вот, там, ты маркетолог больше, вот ты там продавец. Нет, ребят, я ювелир, грубо говоря, нынешний современный ювелир. Я уверен, что многие молодые ювелиры со мной будут согласны, особенно те, которые двигаются, которые выдумывают какие-то новые свои идеи, задвигают. Ну и так, в принципе, по большому счету, на своем примере я показываю, что это все реально. Я все так же покупаю, вот просто как вот вы, я могу спросить где-то у кого-то, что-то услышал, какие-то идеи. Вот эти браслеты, это просто вот реально идея классная. Этот браслет будет продаваться где-то примерно там 1200 рублей. Вы его можете купить, эти бусы, вы можете сами наделать вот эти всякие всевозможные штучки, вы можете купить вот эти вот ставочки. Не обязательно ехать в Москву в гостиницу Севастопольская. Если вы там из другого города, ну посмотрите на ярмарке мастеров в интернете, все это есть. Вы можете заказать. Да, может быть, у вас просто будет плечо по времени. Да, может быть, у вас там займет еще чуть побольше денег за пересылку. Но это все реально. Да, вы не будете с такой же скоростью двигаться, как и я, но вы будете двигаться к своей цели. А это самое главное. Самое главное, мечтайте, достигайте своих целей. Я в вас верю. Значит, и вы должны поверить в себя. Ну, я в себя сам точно поверил. Итак, ребят, если вам понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на канал, там колокольчик, вы знаете. А я пошел заказывать проволоку для Бисмарка, потому что в следующей серии у нас Бисмарк. И доделывать лисий хвост. С вами Маргун Ювелир. Пока. Народ. Я не знаю, как я это сделал. Я думал, что это мошенники, это разводняк, кидалово какое-то. Сейчас я вам покажу их. Эти мои красотки.